Привет! Настала пора подготовить наши моторчики к сезону. Напомню основные моменты нашей осенней консервации. Мы осушили редуктор, а в четырехтактном моторе еще и слили моторное масло. Смыли и заменили всю консистентную смазку, в камеры сгорания забрызгали спреем для консервации, ну и так далее. Если вы не смотрели выпуск о том, как правильно консервировать лодочные моторы, то обязательно посмотрите по ссылке в описании. Там я объясняю, почему именно так и почему именно так правильно. Итак, приступим. Так как при консервации на зиму под рукой не оказалось смазки для водной техники, я использовал универсальную и смазку Шрус 4. Поэтому при расконсервации я вынужден смыть всю консистентную смазку и нанести новую, профильную, с указанием, что она предназначена для водного транспорта. Напомню, консистентная смазка состоит из обычного жидкого масла и загустителя. Так вот, загуститель в специализированной смазке имеет такой состав, который удачно сопротивляется воде и не позволяет вымываться маслу из смазки. Если у вашего мотора хорошие условия зимнего хранения, сухое помещение, малое количество пыли, температура не опускается ниже 5 градусов, то при консервации можно сразу использовать консистентную смазку на весь следующий сезон. Но только профильную для водного транспорта. А если условия хранения так себе, то, конечно, лучше при расконсервации смазку снова заменить на новую. При замене смазки в шарнирах через штуцера-тавотниц выдавливаем смазку, пока не пойдет новая, то есть полностью выдавливаем старую. Смываем графитную смазку с вала гребного винта. Заправляем редуктор трансмиссионным маслом. Я предпочитаю использовать шприц. Пластиковый носик отлично держится в резьбе заливного отверстия, а поршень шприца легко фиксируется в необходимом положении, пока закручивается дренажное отверстие. Не забываем менять прокладки, они одноразовые. Ни в коем случае не проворачивайте вал гребного винта, пока не закрутите пробками заливное и дренажное отверстие. В противном случае уровень масла будет ниже положенного, так как шестерни захватят воздух, который из-за вязкости трансмиссионного масла в низких весенних температурах долго выходит. Надеваем на вал гребной винт и фиксируем его шпилькой. Заливаем в мотор масло по уровню. При этом особо хочу отметить, что зачастую владельцы четырехтактных лодочных моторов игнорируют таблицу вязкости масел относительно температуры окружающей среды. Вот для примера таблица из мануала к мотору Yamaha F5. Из нее следует, что если вы эксплуатируете мотор при температуре воздуха до 10 градусов, то следует использовать масло вязкостью 10W30. Поэтому в начале сезона, когда температура не поднимается свыше 10 градусов, я использую масло 10W30. А скажем, в июле в Астраханской области, где температура воздуха может подниматься и до 50 градусов, я использую масло более вязкое, 10W40, например, или еще более вязкое. Для вашего мотора рекомендации производителя могут отличаться. И главное, соблюдайте допуски масел. Если не соблюдать рекомендации производителя, то вы получите не только нестабильный запуск, но и повышенный износ моторчика. Далее выкручиваем свечу или свечезажигание в зависимости от количества цилиндров в моторе. В камеру сгорания впрыскиваем спрей для консервации мотора. Это нужно для того, чтобы первые движения поршня не были произведены на сухую, без масла. Несколько раз проворачиваем вал мотора, избавляясь от излишков смазки и распределяя смазку по поршневой. Оцениваем степень износа и загрязнения свечей. При необходимости очищаем или меняем на новые. Закручиваем свечи зажигания на место. Обязательно пропитываем шнур кикстартера смазкой WD-40 или специализированным водоотталкивающим спреем. Это поможет предотвратить сгнивание шнура от влаги. Все электрические соединения, включая контакты массы, забрызгиваем спреем для защиты электрических контактов от влаги. Теперь заправляем топливом и производим первый запуск. На стенде, в бочке, с ушами для промывки системы охлаждения. Не имеет значения. Главное убедиться в работоспособности мотора и очистить
очистить камеры сгорания от консервационной смазки. Минут 5-10 будет вполне достаточно. Ну и на этом расконсервация и сезонное обслуживание четырехтактного мотора закончено. А теперь давайте расконсервируем двухтактный моторчик. Распаковываем из материала, в котором консервировался мотор, от царапин и, самое главное, прятал ручку кикстартера от посторонних шаловливых глаз, о чем я рассказывал в ролике о консервации. Кто не смотрел, обязательно посмотрите по ссылке в описании. Смываем смазку с вала гребного винта. Так как у данного маленького моторчика отсутствует передатчик, гребной винт не надеваем сразу. Он помешает холостому запуску на стенде. Заправляем редуктор трансмиссионным маслом. Я использую шприц. Очень удобно. Не забываем менять прокладки. Они одноразовые. Смываем и наносим новую консистентную смазку. Свечник и все электрические соединения, включая места крепления массы, пробрызгиваем защитным спреем для защиты электрических контактов. И по аналогии с четырехтактным мотором проходим по всем тавотницам и плунжирным шприцом полностью выдавливаем старую смазку, пока не пойдет новая. Выкручиваем свечи зажигания и в камеры сгорания прыскаем спрей для консервации мотора. Это нужно для того, чтобы первые движения поршней не были произведены на сухую, без масла. Несколько раз проворачиваем вал мотора, избавляясь от излишков смазки, и распределяем смазку по поршневой. Предварительно оцениваем степень износа и загрязнения свечей. При необходимости заменяем или очищаем, после чего закручиваем свечи зажигания на место. Не забываем пропитать шнур кикстартера WD-40 или специализированной водоотталкивающей смазкой, чтобы он не сгнил за сезон. Заправляем топливный бак с повышенным в 3-4 раза содержанием моторного масла. И запускаем на стенде, в бочке, с ушами для промывки системы охлаждения, не имеет значения. Главное сейчас убедиться в работоспособности мотора и очистить камеры сгорания от консервационной смазки. Моторчик из-за избытка масла будет дымить, но потерпите минут 5-10, больше гонять моторчик не имеет смысла. Итак, мы с вами в конце прошлого сезона правильно законсервировали моторчик, а сейчас правильно расконсервировали. Ну что ж, подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! Да? Выключай.